Александр, я приветствую. Для меня и для моих зрителей большая честь познакомиться, пообщаться. Спасибо большое, что согласился к нам прийти. Спасибо. Я знаю о тебе, что ты создатель, автор, разработчик языка V, который на GitHub Да. имеет 35 тысяч звезд, активно используется. Для нас это всех недостижимые цифры, и поэтому нам очень интересно узнать очень много вопросов у меня накопилось. Я начну с самого интересного, самого главного для меня. Как ты пришел к созданию языка? Ты какой бэкграунд имеешь? Ты создавал раньше языки программирования, ты этому учился? Какое у тебя образование? На чем ты? Да, я был обычным программистом, когда я начал работать над ним. До этого у меня был лишь небольшой опыт в школе. В 8 классе я участвовал в конкурсе городском по программированию, и там я написал простенький язык под названием Simprol, Simple Programming Language. Я уже с 13 лет был одержим простотой. Надо будет его тоже выложить на GitHub. Так что да, опыт был совсем небольшой, и в целом такой четкой цели у меня не было. Я разрабатывал программу гуйную, и Go был мой основной язык тогда. И сначала я пытался Qt сделать. На Qt я через Go Qt биндинги, они работали очень плохо. Потом я пытался использовать C-шную либо для отрисовки нативно. Go-C работает плохо, потому что производительность падает и дебажить сложно. И тогда я понял, что мне придется написать небольшой такой транслятор из какого-то нового языка в C, потому что на C я писать не хотел в 21 веке. А C++ я максимально не переношу, потому что я любитель простоты, а C++ максимально удален от простоты. И да, я буквально за недельку с большим количеством хаков написал такой простенький транслятор, который меня транслировал в C. Те, кто занимается языками, они понимают, что написать транслятор — это гораздо проще, чем писать полноценный компилятор с генерацией нативного кода и так далее. И я вообще не планировал ни с кем этим делиться. Это был один из моих многочисленных закрытых проектов. Просто такая небольшая тулза, которая помогла мне написать эту программу. И даже названия у него не было. Он был безымянный, Lang просто. Постепенно я, будучи человеком заинтересованным в этом всем, и такой исследователь по натуре, я подумал, мне Go нравится, но мне всегда не хватало этих вещей. Я хочу enum, я хочу sumtype, я хочу option result. И что будет, если я все это добавлю, потом еще добавлю какую-нибудь многопоточность и какие-нибудь интересные способы менеджмента памяти. И вот так постепенно у меня уже это стало основным проектом. Больше времени у меня на него стало уходить. И очень быстро я его уже переписал на самом себе, то есть сделал self-host буквально через полгода где-то. То есть сначала у меня был компилятор написан на Go, и уже через полгода я его переписал на самом себе. Сделал пост на Hacker News, просто как комментарий какой-то. Там было какое-то обсуждение, я сделал небольшой пост про этот язык, над которым я работал, было много заинтересованных. И я создал сайт, создал Твиттер. И, если честно, я вот только потом уже посмотрел, что у твита, который объявил анонсмент о релизе, там были сотни тысяч просмотров. Я думал, там целых 25 его ждет. Видимо, многих заинтересовали вот эти основные фундаментальные фичи языка. Простота, производительность, статическая типизация. Таких языков просто нет. Большинство куда-то все время стремится за фичами. Простыми были, я думаю, виртовские языки, особенно Aberon 2, и вот Go не поставили задачу сделать простой язык. Но кроме них просто не было таких решений. И у Go, как написано у меня на сайте, где в сравнении с Go, очень много проблем, очень много вещей, которых не хватает в наши дни. Как я уже говорил, хочется те же... тогда еще генериков не было, но хочется и subtype, и enum, и option result, и нормальный error handling и так далее. И к тому же производительность C++ мы получаем, потому что все транслируется в C, потом компилируется через Clang или GCC с флагом O2, O3, и получается шикарная производительность, то есть можно и AAA игры, и kernel, и что угодно. Так что вот такая мини-история создания языка. Откуда там? Потом я выложил это на GitHub, заопенсорсил, и появилось большое комьюнити, 700 плюс контрибьюторов, у нас больше 10 тысяч коммитов, 400 тысяч строк кода на V, если я не ошибаюсь, сейчас в основном репозитории. То есть достаточно уже солидный проект. И интересно то, что обычно в таких open-source проектах 80-90% пишется одним человеком, а сейчас около половины кода написано не мной. Я думаю, это достаточно впечатляюще.
Более того, я вижу, что pull-реквесты мержатся не тобой. Да, у нас 3 человека с правами мержа, да. Я программист из Болгарии и программист из Австралии. Очень такое интернациональное комьюнити. А кто использует в основном этот язык? Есть какое-то понимание, кто юзеры? Да, сейчас такая интересный посыл на сайте написан, что он как бы подходит под все домены, да. То есть на нем можно и веб-сервисы, и веб-сайты, и игры, и кернелы. Многие используют его как замену башу. Можно писать простенькие скрипты по деплою, например, это называется VSH режим. Сейчас есть пара корпоративных спонсоров, которые его используют у себя. Один пишет крупные, там что с блокчейном связано, второй просто веб-сервисом. Много людей пишут свои веб-сервисы в своих компаниях, пытаются продвигать. А кто-то пишет просто скриптики. Пара человек написала 2D-игры, где есть встроенная графическая библиотека. Пока она только 2D-шная, но мы тоже хотим 3D-шную сделать когда-нибудь. Но пока в целом многие еще ждут, я думаю, 1.0, потому что еще бета-версия. Немногие готовы прыгать на еще, по сути, бета-язык. У нас около 8 тысяч багов закрыто, это большое число, но еще где-то 700 есть, и еще много наверняка не открытых. Так что работы до 1.0 еще много. Но да, язык интересен в том, что у него нет какого-то специфичного домена, то есть либо под веб, либо там под десктоп, под low-level, он вот как-то позиционируется под все. Я посмотрел последние релизы, и там достаточно часто упоминаются изменения прям в языке, причем breaking changes. То есть вы сам язык по-прежнему еще меняете как основу. Правильно? Ну, да, у нас будет фриз на 1.0, как и в Go, но после этого вообще изменений очень консервативно в этом плане. Но, если честно, я бы сказал, что и для бета-версии сейчас достаточно стабильно. Конечно, есть изменения, у нас отдельно есть пункт breaking changes, но их не так много, как в других бета-языках и в других major версиях языков, тот же Swift 1, 2, 3, 4, там Rust, major релизы, очень много приходится менять. У нас изменений не так много, и многие из них хендлятся автоматически через встроенный форматировщик VFMT, работает как GoFMT, но он еще берет на себя работу по изменению синтаксиса там, или каких-то модулей, библиотек, он их сам заменяет. То есть мы пытаемся максимально упростить людям обновление до новых версий. Мы пытаемся изначально много изменений не делать, продумывать все хорошо, но, конечно, это не всегда получается, потому что проект большой, сложный. И еще одна фича, то, что если мы что-то и убиваем, то мы делаем это deprecated где-то на 6-12 месяцев. То есть старая версия продолжает работать, после обновления выходит лишь варнинг, и люди постепенно делают изменения. А скажи про сам язык вопросы. Я посмотрел, немножко написал на нем пару программ. У меня такое ощущение, что он много из Rust взял. И почему-то JavaScript, мне кажется, как-то близок по управлению переменными, массивами, классами, этими структурами. Какие тебя языки вдохновили все-таки на него? Основной это 100% Go. У нас на сайте даже написано, что если вы знаете Go, вы знаете около 80% V. Это был мой основной язык, это был мой любимый язык на тот момент. Опять-таки за счет простоты, которую я очень люблю и ценю. Ну и других фич. То есть в целом я бы сказал, что это Go, но который компилируется в C, то есть, соответственно, чуть-чуть попроизводительный, и который добавляет базовые отсутствующие вещи в Go, такие как сам-тайпы, инумы, option result и так далее. Но определенно есть влияние Rust, да, это mutability, да, то по дефолту это то, к чему сейчас приходит в современных языках. В Go этого нет. Очень многим бы хотелось это иметь. Я считаю, это крутая, нужная фича. Но вот кроме этого,
Ну да, конечно же, еще взять синтаксис. Вот, например, и Python. Python сильное влияние, да. JavaScript не особо, потому что я не фронтендер, и JavaScript и скриптовые вообще не типизированные языки я не очень люблю. Но синтаксис определенно были вдохновления от Python, вот эти вот синтаксис массивов, мэпов. То есть цель была сделать что-то, что читаемое как скриптовый язык, да, то есть и чтобы писалось так же быстро, как на скриптовом, но ты получаешь и типы, и компиляцию, и производительность. То есть как бы совместить лучшее из двух миров. А что выбросили из Go? Ты говоришь, что стало проще, значит, получилось меньше фич все-таки у человека, поэтому простота появилась. Не, ну и тот языки простые. Я бы, если честно, сказал, что Go даже попроще, он поменьше язык. И вот даже в 2013 году еще я общался у них на мейл-листе, и мне Роб Пайк даже ответил на мой вопрос напрямую. Роб Пайк — это создатель Go. Я спросил, вот почему же нельзя на строке вызывать методы у строк, там, например, s.int там, или s.replace, как в других языках скриптов, в том же Python. Также гораздо проще, чем вызывать модуль strings и передавать. На что мне Роб Пайк ответил, что это делает язык проще, что у нас есть примитивы, на примитивы нельзя вызывать методы. И у них в приоритете было именно создание максимально простого компилятора. Маленький, простой компилятор. И пусть код на этом языке будет немножечко более многословным, да, не таким красивым, аккуратным, как там, в Python какого-нибудь, но зато у нас все красиво, просто и просто реализовывать. Это вот такая философия. Я ее очень уважаю, я ее взял за основу, но я немножечко ее изменил, и я все-таки добавил чуть-чуть побольше магии, да, в язык. То есть V, примитивы, они есть, те же там строки, булевые, числа, но на них можно вызывать методы. Есть всякий синтекс Sugar по обработке ошибок, даже вот встроенный ORM, который многие критикуют, да, по работе с базами данных, что делает ORM встроенный в языке программирования. То есть это, по сути, мини-DSL в самом языке. В том же Rust или Go ты всегда выберешь одну там, из десятков библиотек и будешь ее использовать. На что я отвечаю, что это было осознанное решение. Я убежден, что доступ к базам данных, он нужен в абсолютном большинстве приложений, возможно, 90+. Будь это SQLite для каких-то там локальных андроидовских, айфоновских десктопных приложений, будь это какая-то сложная база данных для сложных веб-сервисов типа Postgres. Но доступ к базе данных нужен всегда. Это такая же базовая вещь, как и JSON тоже. И почему бы его не встроить в язык? И, соответственно, у нас он встроен, там делаются такие запросы на языке, похожие на SQL. И очень легко переходить с одной базы на другую. Переход с SQLite на Postgres, на MySQL буквально 1-2 строчки кода. То есть это вот немножко измененный подход. Я считаю, что язык должен быть batteries included, да, есть такой термин. То есть два подхода, да, подход C и Rust, где у тебя и Go, где у тебя есть базовый маленький язык, и ты подгружаешь огромное количество библиотек. И вот подход Python, где у тебя уже встроено большое количество готовых решений в стандартной библиотеке, и у того есть, конечно, достоинства и недостатки, там, проблемы с мейтенансом этого всего, да. Но вот в моем видении язык должен выходить прям, чтобы на нем можно было уже такие серьезные вещи писать без скачивания вот этих вот гигабайтов зависимостей, как мы видим в Node и в Rust. Так что да, JSON, всякие крипто, веб-фреймворк встроенный у нас есть, ORM, вот это все встроено в сам язык, официальные библиотеки. А вы package manager делали какой-то для себя? Да. Написанный на самом V. Какое-то хранилище есть, как у Rust, например, crates эти? Там все в одном месте, там же и хранится VPM называется, да. Это open-source сайтик, все хранится на нем же, такой централизованный, но он поддерживает еще и нецентрализованную установку модулей по Git и Mercurial. По-моему, только Git и Mercurial ссылкам, то есть можно делать v-install по URL с GitHub, там, с GitLab, с чего угодно.
Да, это тоже такая вещь, которая, я считаю, очень нужна. В Go к этому пришли. У нас пока нет версионности, тоже достаточно важная вещь для пакета менеджеров, но в этом году мы планируем добавить. Еще про Garbage Collection хотел спросить. У вас получается Garbage Collection в языке, но при этом язык очень low-level и компилируется в C. Значит, вы какой-то Garbage Collection внутри реализовали, какую-то машинку? 4, даже уже скоро 5 способов управления памятью V. То есть цель была дать как можно больше возможностей, чтобы люди сами могли использовать то, что подходит для них в их определенных задачах. GC, там нет ситуации, как в D, то есть код из стандартных библиотек не зависит от него, то есть вы можете его запросто отключить, все будет работать. И управлять памятью вручную – это второй способ, то, как мы делаем это сейчас в C тоже. Ну, это, конечно, не очень приятно, очевидно, не очень удобно, надо использовать что-нибудь типа Valgrind, да, потом, чтобы все это мониторить. Поэтому это подходит только для тех, кто просто одержим производительностью и чтобы иметь полный контроль, да, чтобы знать, сколько там нано-микросекунд будет занимать данная операция. Например, при разработке ядра операционной системы или драйверов. Хотя сейчас идет обсуждение, что GC вполне даже можно встраивать и в ядро операционной системы. Проблем с этим быть не должно. Да, по дефолту GC. Я всегда был против GC, большим оппонентом GC по опыту из Java и потом уже Go. Ну, в Java он хотя бы очень сильно настраиваемый, и ему уже много-много лет. Там очень хорошая оптимизация, производительность и настраиваемость. В Go настраиваемость GC очень маленькая. Осознанно, наверное, они это сделали. И в целом у меня были предрассудки, что GC это всегда медленно, непредсказуемо. И поэтому я разрабатывал изначально третий способ, так называемый AutoFree. Он есть и в других языках, типа Lobster, NIM. Это то, где язык сам на уровне компиляции может понять, что данную переменную можно освободить сразу, очевидно это. Или же там, какой-то результат, сложение там, двух строчек, там, выделение памяти. Очевидно, что это далеко не всегда можно сделать. Будет оставаться неосвобожденная переменная, неосвобожденные участки памяти, и для этого используется либо reference counter, либо GC. То есть вот такой у меня был план. И, соответственно, этот мод AutoFree, он вводил такие вещи, как, например, клонирование строк для того, чтобы было проще отслеживать, что очищать. Ну, то есть все, что делает Rust очень часто сейчас с его системой ownership, очень-очень много клонирования, да, и это приводит к падению производительности. То есть если у вас есть там большой объект, большая строка, и вы постоянно ее копируете, вы теряете производительность, в то же время как с GC освобождение и выделение памяти занимает гораздо меньше. И когда я тестировал производительность GC, это был просто такой эксперимент. Мы решили по приколу просто попробовать ввести GC в V добавить. Меня поразило то, насколько легко это оказалось сделать. Мы используем готовое решение, Bowen, GC, но он на C, и там проблемы определенные есть с ним. Не самая лучшая производительность, мы сделаем свой, но пока он как плагин устраивает нас. И вот этот тест этого эксперимента показал, что производительность гораздо лучше, чем с AutoFree. И было принято решение сделать его основным и стабильным. И в версии языка 0.3 GC стал основным, программы больше не стали ликать память. Многие в этом разочарованы, потому что, когда язык анонсился, многих заинтересовало именно вот этот аспект AutoFree, потому что многие тоже предрассудки или не предрассудки, но не любят GC. Им вот нравится эта тема, как в Rust, вот эти новые экспериментальные. И хотелось иметь то же самое и здесь. Мы AutoFree доделаем. Это будет один из основных способов управления памятью. И он даже сейчас, он уже работает. У нас операционная система написана, Linux называется, и ядро операционной системы, которая, кстати, уже даже запускает Doom и компилятор C++. Так вот, она использует AutoFree, и
работает нормально. И я демки записывал на YouTube, где свой собственный редактор, написанный на V, я с автофри компилировал и через Valgrind показывал, что память он не ликал. Но он, конечно же, далек от завершения, много багов, он далеко не такой стабильный, как GC вариант. Поэтому сейчас основной, да, GC. Все мои программы, которые у меня написаны на V, и веб-сервисы крутятся с GC. Все сайты, веб-сервисы, тот же VPN, сайт V, куча других веб-сервисов крутится по 8, 12, 14 месяцев без рестарта, без крашей, без ликов. Все хорошо. Для такой ранней версии языка это неплохой результат. Еще один способ — это будет Arena Allocation, популярный в играх, когда кусочек заранее отделяешь, и в нем там, например, по FPS один фрейм рендеришь, а память моментально аллокейтится, и потом по окончанию фрейма она удаляется. Это уже поддерживается через флаг prealloc. И последний, пятый способ — это будет ownership, как в Rust. Это мы недавно пришли к такому решению. Добавить его, но опять-таки не делать его, как в Rust, основным и обязательным, потому что это очень сильно усложняет написание кода, усложняет язык, а просто сделать как опцию. То есть, если вы хотите писать с ownership, пожалуйста, вот такой флаг приписывайте и пишите. GC не будет ownership. Я думаю, это такой вполне оптимальный, хороший вариант, когда каждый выбирает то, что надо, но 90+% людей, я уверен, строят GC. Так и для этого ownership придется язык как-то расширить, дать какой-то функционал? Да, конечно. Конечно, немножечко синтаксис придется усложнить, да, к сожалению. Я очень не люблю усложнять язык. Все эти годы моей важнейшей задачей было делать так, чтобы он продолжал быть простым. Отказывать многим людям, потому что многие люди, давайте вот это забабахаем, вот это, вот в питоне вот это есть. Говорить нет, надо уметь. Какие-то фичи я вырезал, и будем еще вырезать, там, да, чтобы упрощать, уменьшать. Поэтому, да, добавление ownership определенно усложнит язык, но опять-таки для небольшого процента людей, которые им будут хотеть пользоваться. Это будет отдельный раздел документации. Да, пожалуйста, хотите, учите, мучитесь, пользуйтесь. А можешь какой-нибудь пример привести, когда предлагали сделать какую-то фичу, а ты отказал? Да, ну вот, например, в питоне можно говорить 1 меньше равно x меньше равно 10. Вот такие выражения, да, булевые. То есть вместо того, чтобы два булевых выражения через and, можно сделать так. И я так посмотрел, выглядит прикольно, добавил, замержил. Потом я просто сижу, и меня мучает то, что я сделал. То есть я усложнил язык, а надо ли это было делать? То есть каждая такая мизерная вещь, вроде бы ерунда, да, можно делать двойное сравнение. Но добавляется, спецификация усложняется, документация растет. Потом появляются какие-то баги с другим, когда совмещается эта фича с другой. Таких очень много было примеров. Вырезали мы использование кейвордов как переменных вырезаем. Ну, как в C# сделано, что если собачку добавить перед кейвордом if, например, или type, то это можно как переменную использовать. Это очень сильно усложнило и лексер, и парсер. А самое главное, что это усложняет тулзы по использованию языка. Вот автодополнение. Да? Сейчас почти каждый... Я-то пишу в Vime в своем редакторе без автодополнения всю жизнь. Я привык, но большинству нужно автодополнение. Для этого нужны отдельные парсеры языка, да, которые работают. Пока ты печатаешь, появляются ошибки, вот это вот подсвечивается. И чтобы это эффективно работало, язык должен быть простым. Как только добавляются такие вещи и усложнения, да, сразу жизнь становится сложнее для разработчиков всех этих парсеров, тулзов. Поэтому... А для этих VS Code, IntelliJ у вас есть плагины уже? Да, есть. Под IntelliJ вот, недавно запустили новую версию. Там свой отдельный парсер и анализатор, а под VS Code используется Language Server, VLS называется. И да, работает, дает подсветку, выделяет ошибки, но потребляет много памяти. И как и многие подобные language серверы новых языков, конечно, багованный слегка. Надо там еще упрощать, фиксить
улучшать. Потому что, да, для адаптации языка, для его распространения это очень-очень важная вещь, чтобы люди поставили свой любимый VS Code, поставили плагин, и сразу же им моментально все показывалось, какие есть поля, типы и так далее. То есть у тебя сейчас в команде трое. Это ты и два человека. Один из Болгарии, один из Австралии. Плюс еще, я так понимаю, контрибьюторы, которые не мейнтейнеры, а просто контрибьюторы. Топ, да, три человека лишь имеют права на мердж. Но сама команда гораздо больше. Из топ-контрибьюторов, я бы сказал, в районе 8 человек она. Человек из Бразилии, очень талантливый программист. Есть два крайне талантливых программиста из Китая. Я просто восхищаюсь китайскими программистами, насколько они готовы просто нырять в код любой сложности, поразбираться в нем и фиксить. И вообще очень много из Китая идет фидбэка и обсуждений, там даже сайт написали свой там китайский, перевели документацию. Там заинтересовали. И мы сейчас еще с Alibaba активно работаем вместе, потому что мы используем их библиотеку по рутинам. Поэтому, да, китайцы очень большой вклад вносят в язык. И еще пара людей из Америки и Европы. Это вот, да, такие топ-контрибьюторы. Ну и в целом там кто-то поменьше, кто-то побольше, кто-то вообще один раз там какой-нибудь баг или опечатку, да, на GitHub 700 плюс пишет контрибьюторов. А эти люди, которые активные контрибьюторы, они это делают на добровольных началах? Или им кто-то платит? Да, абсолютно все начали добровольно. Потом у нас появился спонсор, такой достаточно крупный, который проспонсировал сумму, которой хватило, чтобы топовым контрибьюторам немножечко заплатить ежемесячно. Гораздо меньше, чем они бы получали на официальной зарплате на официальной работе. Но что-то, да, они получают. И мы, конечно, ищем больше новых спонсоров, потому что планов много, планы грандиозные. У нас вот и операционка. Большие планы на нее, я думаю, она потенциально может стать гораздо больше, чем сам язык. Потому что, это может, скорее всего, мнение радикальное, непопулярное, но я не очень, так скажем, люблю, куда движутся три основные операционные системы сейчас. Windows, Mac и Linux. И я думаю, что реально новый контендер реален, который будет быстрым, эффективным. С современным железом я не вижу ни одной причины, почему операционка должна грузиться более 1 секунды, и почему должны, не знаю, лагать файлы, как в GTK 4 последнем при скроллинге. Так что, да. У нас есть и VUI, это GUI библиотека, она MIT лицензирована, то есть бесплатно для всех. И она будет использоваться для написания официального GUI этой операционки Linux. А как же они работают на добровольных началах? Немножко им вы платите, но они получают, как ты сказал, меньше, чем могли бы получать, работая в какой-нибудь корпорации. Да, что их удерживает, как думаешь? И тебя тоже. Я так понимаю, у тебя тоже похожая ситуация? Мне повезло. Я уже где-то с 17-18 года не работаю в офисе. В офисе я в сумме проработал только 6 лет, с 2012 года. Так что мне хватает жизни. С высшими сбережениями, инвестициями, накоплениями. И им кому-то хватает. Все-таки не все живут там, в Западной Европе или США. Да? А что ими движет? Им просто элементарно нравится язык. Им нравится работать, писать на нем. Им нравится контрибьютить в него. То есть абсолютно все люди, я их не находил как-то, не занимался рекрутингом, не писал рекламные посты. Они все пришли, начали контрибьютить сами. Те, кто контрибьютили много, я им давал права, добавлял в команду нашу на GitHub. А те, кто контрибьютили совсем много и очень хорошо, я добавлял в эту команду, которая получала финансирование. Но все мы периодически общаемся в чате, по имейлу.
все пишут, насколько им нравится писать на V, улучшать компилятор. И вот если кто-то, например, отвлекается на какие-то дела по работе, он пишет, жду не дождусь, когда я этот проект завершу и смогу снова нырнуть в V. Ну, язык такой, что на нем реально приятно писать. Мне очень нравится. Я только на нем пишу и доволен. И у вас же весь, собственно, компилятор, вся экосистема, она вся написана на V. Правильно? Вы же ушли от Go. 100%. Да, в первые полгода. То есть, да, я даже не релизил Go-код. Я изначально, когда сделал open source релиз, там был только V. Многие спросят, а как же тогда бутстрепить, как компилировать V, если все на V? V транслируется в C. И у нас создается один всего лишь файлик v.c, там, не знаю, сколько, 180-200 тысяч строк кода, и он компилируется одной простой командой cc v.c, и так создается бинарник с компилятором V. То есть бутстрапинг очень, очень простой. И быстрый, главное, да. На моем M2 MacBook'е V компилируется меньше, чем за секунду. И да, есть у меня демка на YouTube, я закинул видос. Это круто. Многие, кстати, пришли V-разработчики, контрибьюторы, увидев то, насколько быстро вот этот вот цикл разработки. Да? То есть, если ты работаешь над компилятором Rust или C++, даже с инкрементальной компиляцией очень-очень долго приходится ждать. Здесь 0,4, 0,5, 0,6 секунд на компиляцию не оптимизированного компилятора. То есть меньше, чем секунда. И все, и ты можешь смотреть, дебажить, смотреть, что ты там сделал. Это очень круто. То есть цикл разработки очень быстрый при работе над V. То есть мне вот это люди выделяли, контрибьюторы. Вы юнит-тесты пишете? Обязательно. У нас десятки тысяч тестов. Их очень много. Тесты мы все любим, ценим. Мы их, можно, не любим писать, но мы их очень любим, несмотря на это. У нас есть правило, что если ты добавляешь какую-то фичу, фич добавляется мало, в основном это баг-фиксы, да. То есть вот на один какой-то баг, ты его пофиксил, обязательно ты добавляешь тест, который тестирует именно этот фикс. У нас десятки тысяч тестов. GitHub, к счастью, нам выделил как крупному open-source проекту какие-то там приоритизированные сервера, и CI на каждый коммит занимает там не по 6 часов, как раньше было, а там по часу, да? Час-полтора, может быть. Это говорит о том, какое количество тестов, и мы тестируем абсолютно все на всех системах. Продакшн, дебаг-билды. Мы тестируем с санитайзерами различными, то есть у Clang есть санитайзеры, которые работают очень медленно, но мы обязательно каждый билд через них проводим. Еще мы следим за скоростью компиляции. У нас есть отдельный сайт fast.vlang.io, где он автоматически получает каждый коммит, запускает на FreeBSD инстансе бесплатном, там самым слабом амазоновском, запускает компиляцию и меряет все шаги компиляции, сколько заняла компиляция всего языка, сколько занял парсинг, чекер, сколько заняла генерация. И там в табличке все это выделяется. И красненьким сразу же danger выделяется огромная такая красная это. Если что-то замедлилось, то мы разбираемся, почему этот коммит замедлил парсер на там, 6% и фиксим. То есть это в приоритете. Язык должен быть быстрым, и язык должен быстро компилироваться. Это очень важно для нас. Круто. А скажи, какой-нибудь статический анализ используете для V? Существуют какие-то анализаторы? Да, есть, те же анализаторы, встроенные в Clang, используются. Они, конечно, не такие крутые, как PVS, например. Я связался с PVS, и мне дали лицензию бесплатную к open source проекту. И какое-то время, я точно помню, что я ее настроил, она висела на CI, но сейчас вроде как нет. Это хороший вопрос, надо бы ее вернуть, потому что... Да, чем больше проверочек, тем всегда лучше. Нет, у нас еще проверяется по Valgrind. Valgrind запускается и на GC сборке, и на не GC сборке. Проверяет, есть ли ошибки памяти, есть ли утечки памяти. Вот это. А сам код на V, который написан, его можно каким-то анализатором прогнать, который бы мне показал ошибки, такие, которые компилятор пропускает, но хотелось бы исправить? Да, есть, как и в Go, тулза VVet. Она встроена в язык, то есть ничего устанавливать не надо, никаких библиотек, просто нажимаешь VVet, файл V или директория, или VVet.
и он напишет все вот эти вот ошибки, которые не являются ошибками компиляции или варнингами. Кстати, для Go-программистов в Go, как вы знаете, нет варнингов, у нас они есть, но они превращаются в ошибки на продакшене. То есть, когда компилируешь с Dashprod оптимизированный билд, это как бы комбинирует. Потому что очень часто в Go проблема, что ты что-то пишешь, там удалил импорт или добавил ненужный импорт, потом он тебе понадобится, но сейчас Go ругается, что вот у вас не использован импорт там, или не использована переменная, очень замедляет цикл разработки. У нас этого нет. Так вот, да, есть ошибки, есть варнинги, и есть ноутисы еще у нас, да. А еще вот есть ошибочки VVET. Их пока не очень много. Там очень такие, например, если напишешь какие два булевых выражения там рядом одинаковых, если a равно x и a равно x, там, не знаю. Или если, например, сделаешь сравнение, вместо того, чтобы делать s строка равняется пустой строке, ты делаешь s точка длина равняется нулю. Ну, это как бы оптимизация, которую многие думают, что так быстрее, но V это уже оптимизирует. И чтобы стандартизировать код, а это один из наших тоже основных принципов, что код должен быть стандартизован. Должна быть какой-то один способ достигать чего-то. Это делает код более читаемым. Поэтому если мы хотим проверить, является ли строка пустой, мы хотим, чтобы был только один способ это сделать. If s равняется, в кавычки, пустая строка. А иначе, потому что когда у тебя есть 3-4 способа что-то сделать, это превращается в балаган, когда одна команда использует это, другая это, третья компания это. Это мы видим сейчас во всех мейнстримовых языках, кроме, опять-таки, Go. Вот, команда RoboPyka впервые ввела вот эту тему, что мы хотим, чтобы все было one way, да? И это касается того же форматировщика. То есть в Go и V нет опции форматировщика. Использовать табы, использовать пробелы, там, сколько длина строки и так далее. Нет, извольте пользоваться одним. Это только табы, это там только там, 100 символов или сколько-то и так далее. То есть вам это будет, конечно, не нравиться, но один стандартный способ. Как Рупай говорил, что никто не любит то, как форматирует GoFMT, потому что у всех какие-то свои предпочтения, но все любят GoFMT. Потому что, да, это как бы, я думаю, это станет стандартом. Да и вообще мы Go используем как золотой стандарт. У нас библиотека стандартная, очень-очень похожа на Go. Название модулей, название функций, название структур. Я считаю, что ребята в Go очень хорошую работу проделали, очень талантливые они, и нет смысла изобретать что-то новое. То есть все вот эти вот модули по net, по крипто и так далее, мы просто используем то, что используют они. И это, кстати, делает transition для людей из Go на V проще. В планах у нас, конечно же, еще трансляция из Go в V и из V в Go. У нас уже есть рабочая трансляция из C в Go. На сайте есть демка игры замечательной Doom 93 года, которая open-source на C. И она полностью транслируется автоматически с C на V, весь проект, абсолютно весь проект первого Doom. И запускается на V без проблем. Ну, там есть небольшие графические баги, они еще не разрешены, но в целом работает и игра, и музыка, и игровая логика. Это, я считаю, очень круто. Когда можно одной командой V-Translate Doom получить проект на V, запустить его. Для чего это делается? Для того, чтобы существующие кодовые базы было проще переносить на новый, более удобный современный язык программирования. Может быть, вы так и Linux оттранслируете когда-нибудь? А почему бы нет, да. Ну, ядро какой-нибудь старой 2.4 версии, я думаю, вполне реально. А вы не думали поменять бэкэнд на LLVM, например, вместо C? Абсолютно думали. Это ужасно. Мы об этом думали, мы пробовали. Не лично я, но был человек, который был заинтересован, он начал работу. Но, если честно, я это в глубине души всегда знал, что это не выйдет. Очень я просто, как сказать, очень много у меня опыта в этом, потому что я очень много ресерча делал. LLVM, он сложный, он C++, у него сложный API. V — это такой более близкий к C язык, да, то есть вставлять код из C, V очень просто, вызывать C код из V, и вызывать, кстати, V код из C тоже очень просто. Ну, по очевидным причинам, да, V транслируется в C. А вот вызывать код из C++ это уже крайне-крайне сложно, то есть надо писать рапперы, которые
делают C-раппер над библиотекой C++, и уже этот раппер вызывать. LLVM — это огромная зависимость, это крайне сложная кодовая база, крайне сложный API. Документация не очень удобная, хорошая. А самое главное, что он, по сути, ничего не дает, да, то есть, да, ты как бы получаешь, что у тебя теперь генератор нативного кода, он встроен в сам экзешник языка, да, если вы статически линкуете LLVM. Это замечательно, но end-user-то какая разница? Мы сейчас деплоим V в zip-пакете, там 5-7 мегабайт, не помню, сколько он сейчас. В нем уже есть встроенный C-компилятор, TCC, да, Tiny C, который замечательно работает и 10 раз быстрее компилирует, чем Clang и GCC. То есть человек, скачавший v.zip, он получает абсолютно все то же, что получил бы человек, скачавший vzip, но который был бы на LLVM. То есть он написал код на V, этот код там где-то там внутри транслировался в C, а потом этот C-код C-компилятором билдится и превращается в бинарный код. И это вполне отлично работает. Ни одной причины переходить на LLVM я не вижу. Более того, я даже написал 3 года назад статью, она у нас там висит в блоге, что причина использовать C вместо LLVM. И, кстати, многие сейчас новые языки, тоже намучившись с LLVM, понимают, что проще реально генерить C. C — это такой, я бы сказал, современный ассемблер, язык, который запускается везде. Да, кстати, один из первых пунктов этой статьи — это то, что C поддерживает гораздо больше архитектур, чем LLVM. И всегда так будет. Да? То есть на каких-то там старых, древних, особенно это в embedded важно. Да? Поэтому, да, этого никогда не будет. Что будет, однако, это наш собственный нативный бэкэнд, типа как в TCC. Он уже давно разрабатывается и билдит простые программы. И он тоже работает крайне быстро. Работает так же быстро, как TCC. И мы его будем развивать и добавлять в него оптимизаторы. В общем, делать то, что делает Go. Go, у них полностью свой генератор нативного кода, свой оптимизатор. Именно поэтому у Go как бы нет режима, как в C, нет режима оптимизации. Весь код, который ты билдишь на Go, он уже максимально оптимизирован. И несмотря на это, Go билдит очень-очень быстро. То есть мы хотим того же самого. У нас сейчас за счет этого встроенного TCC компиляция тоже очень быстрая. Именно за счет него достигается меньше, чем секунда на компиляцию там, 400 тысяч строк кода V или сколько их там. Но для билда оптимизированных бинарников мы используем, очевидно, GCC и Clang. Да? Потому что TCC просто не имеет оптимизации. Мы используем GCC Clang с Dash O2 или O3, а это уже занимает катастрофически много времени. То есть для сравнения, чтобы скомпилить бинарник V, надо меньше, чем секунду с дефолтным бэкэндом, а оптимизированная версия V что-то в районе 8 или 10 секунд. Да? То есть на порядок медленнее, в 10 раз медленнее. Это нас не устраивает, потому что очень часто при разработке, да, ну да, если учесть, что другие языки там, не знаю, по 30, 40, 60 минут компилятся, очень часто при разработке именно при development цикле нужна оптимизированная версия. На ум приходит, например, AAA игры, да, где разница в производительности между обычной компиляцией, debug-билдом и O2, O3 компиляцией, там будет, может, в 4 раза больше FPS. И разработчикам надо тестировать именно хороший FPS, и поэтому они, бедные, мучаются с этими C++ билдами на серверных фермах, там, по 70 машин. Поэтому это очень важно, и да, мы будем развивать нативный бэкэнд, делать его производительным. Цель хотя бы достичь 80% от Go, а потом уже дальше как пойдет. Конечно, мы никогда не достигнем производительности оптимизаторов GCC и Clang. Это уже будет такой самый последний степ, когда надо сделать релиз и закинуть бинарник, zip с бинарником на сайт, люди будут использовать вот этот вот билд Dashprot с O2, O3. Но для разработки мы хотим, чтобы у них разработка была быстрой. Это самое важное во время разработки, чтобы компиляция была быстрая. Кстати, по поводу быстрой компиляции у нас еще есть hot code reloading. Это когда ты запустил приложение, что-то изменил в файле, сохранил файл, и оно само там обновилось. Это работает с графическими приложениями.
что удобно. Есть тоже демка на сайте, где там квадратики летают и меняют цвет без выхода из приложения, без перекомпиляции. Но самое крутое, что это работает для веб-приложений со встроенным веб-фреймворком. То есть у нас веб-фреймворк работает интересно в том плане, что все компилится в один файл, даже HTML-шаблон. Все в один бинарник. Ну, знаете, для максимальной производительности и легкого деплоя. То есть надо деплоить только один файл и там CSS и картинки. Так вот, проблема с этим в том, что в HTML-шаблоне что-то поменял, там, добавил тег или опечатку исправил, надо перекомпилировать. Даже если это 1 секунда, все равно это занимает время. Надо нажать кнопку компиляции, надо табнуться, нажать рефреш в браузере. Мы сделали моментальную компиляцию на сохранение файла. Ты сохраняешь файл, альтабаешься в браузер, там даже не надо жать F5. Он сам перезапустит, и моментально будет изменение. Меньше, чем через секунду. Вот для разработки веб-приложений это очень круто на компилируемом языке. Да? То есть, я думаю, почему в 90-е скриптовые языки стали так популярны в вебе? Потому что они позволяли моментально редактировать, моментально получать результаты, да, без компиляции. Здесь мы получаем эти фичи, используя компилируемый статический язык. Я думаю, это очень круто. Действительно круто. Вас, я думаю, Google должен скоро купить всех. Google свой язык, и недавно они уволили большое количество разработчиков именно языков, компиляторов, Python. Еще какой-то, я думаю, сейчас у Google другие приоритеты. В целом, я думаю, можно оставаться как бы независимым. Мы вот сейчас в этом году будем нон-профит регистрировать. Ну, уже начали, там это очень-очень сложно. Гораздо сложнее, чем было пару лет назад в плане бюрократии. Ну да, у нас будет нон-профит, спонсирование, пожалуйста, поддержка. Но я не думаю, что будет какое-то там влияние корпоративное, какое-то сильное на язык, на его движение, на то, в каком направлении он движется. Как есть, например, у того же Go, да? Пусть все-таки это и open-source продукт с большим количеством контрибьюторов, но все равно очевидно, что основное направление там задает Google. Так же, как Google сейчас задает направление в развитии веб-стандартов всех, имея монополию на рынке браузеров. Да. Язык будет очень маленьким всегда. Вот он сейчас, по сути, готов. Мы добавили последнюю тяжелую фичу, это core-рутины. И каких-то генерики у нас уже есть. То есть да, у Go была большая вот эпопея с добавлением генериков. У нас таких грандиозных проектов не предвидится. Это будет такой скучный, маленький, простой, минималистичный язык. Да, вот ключевое слово скучный. Кому-то это будет неинтересно, кто-то будет жаловаться. Вот для них есть всегда C++, раз со всеми этими нововведениями, JavaScript, там, фреймворки, пожалуйста. Каждые 2 месяца что-то новое. У нас будет фокус на то, чтобы ты скомпилировал это в 2024 и чтобы в 2034 ты мог этот же код запустить без изменений. У нас будет так. Слушай, это очень круто. А какое у тебя образование? Что ты закончил? У меня 1,5 года не закончено. Computer Science. Я в Канаде учился и в Голландии. Не закончил. Деньги кончились, пришлось на работу устраиваться. В 19 лет я уже работал в офисе в Амстердаме. И какое твое отношение к высшему образованию, к науке вообще? Я очень люблю науку, я очень уважаю. Я считаю, это самое важное, что есть у нас. Но, к сожалению, сейчас на очень таком плачевном состоянии. У меня есть друг хороший, он физик, 27 лет стал доктором. Много он очень в академике провел, крайне умный человек. Но там сейчас очень сложно как-то пробиться. Если раньше мы фокусировались именно на достижении каких-то целей, то сейчас это кто больше напишет papers, да, кто больше получит фандингов на свои там эти. Поэтому... А университеты в плане computer science, я думаю, сейчас нужны только если для вот этого экспириенса жизни студента. А в целом, если есть голова на плечах и мотивация получить опыт, навыки, можно, используя миллионы ресурсов сейчас и платных, и бесплатных. Не знаю, мне кажется, только если устраиваться в какой-то MIT, Гарвард, и там заводить знакомства, строить сеть, это круто, это да. А именно
платить там сотни тысяч долларов ради бумажки. Но вот куда бы я ни устраивался, меня нигде никогда не просили бумажку. Даже речи об этом не заходила. Но это, я так понимаю, в Европе. Ты же не в России живешь? Да, в Европе, да. Ну, в России у меня знакомые тоже, несколько знакомых, никого ни разу не просили. Не в Москве. Так что, не знаю, мне кажется, сейчас как-то на этом. А эти твои контрибьюторы, мейнтейнеры, ты не знаешь их состояние в плане их образования? Или вам это не важно? Хороший вопрос. Вообще, вот мы с ним очень так много общаемся все эти годы, но я даже не знаю, какое у них образование. Я предполагаю, что у кого-то из них точно есть computer science degree. Да. А надо было спрошу сегодня. А какие-то статьи о вашем языке, такие околонаучные или научные, никто не пытался писать, публиковать? Потому что ты рассказываешь о его перформансе, ведь это можно все сравнить таким научным путем. У вас же сейчас... Буквально недавно я натолкнулся на статью американского профессора из Джорджия, по-моему, университета. Он написал такую неплохую полунаучную, такую научную, но просто простенькую статью про язык и его перспективы в использовании в качестве языка для обучения. Достаточно интересно. Получилась такая нейтральная статья, все преимущества и недостатки перечислил. Но в целом, кстати, да, я думаю, очень хорошо он подходит для обучения. И вот один из наших спонсоров, я знаю, что активно занимается продвижением языка в академке. И я думаю, что на замену питону вполне неплохо может именно... потому что питон — это очень сложный язык, он кажется простым, такая фейк-простота завуалированная. Потому что потом, когда начинаешь чуть-чуть копать, начинаются большие сложности. Да и вообще объектно-ориентированное программирование, я думаю, это было... такое тоже, возможно, controversial мнение, но одна из самых больших бед нашей индустрии вот этого в 90-е, навождение вот этого ООП и скриптовых языков. И, кстати, имеем то, что имеем сейчас в мире софта, да, когда все настолько усложняется, там, где это абсолютно не нужно. И в результате у меня, не знаю, проигрыватель музыки на айфоне официально не работает. То, что делал Winamp 30 лет назад на железе в 1000 раз медленнее, сейчас современный софт не может делать. Поэтому мы и пытаемся такую, не знаю, революцию, что ли, совершить в этом плане, промоутить простоту. Я думаю, простота — это самое важное, чтобы решить эту проблему. Потому что если можно достичь цели простым путем, зачем что-то усложнять, да? Сейчас как-то простота, к сожалению, не особо ценится. Не знаю, считается, что чем сложнее, круче архитектура, чем больше паттернов и зависимостей, тем круче. Может быть, это выгодно программистам, иметь сложный код? Определенно есть такие резюме-программисты, да, которые им надо Kubernetes, чтобы у них было на резюме, да, они устраиваются в компанию, которая продает помидоры, не знаю, у них есть сайтик на 100 визитов в день. И он такой: а что это у вас даже нет Kubernetes, и Ansible, и AWS Lambda не используете? Давайте-ка я вам забабахаю на полгода всего проекта. Потом получает это в резюме и идет следующий. Да, я думаю, таких очень много. А ты бы не хотел куда-нибудь устроиться сейчас работать? Может быть, в Google, там, техническим директором департамента, который занимает? Google давно не тот. Хорошо, не в Google. Как на Hacker News обсуждали. В 2010 году, в 2011 это была моя мечта. Я помню, я был в лагере программистов, и там были дядьки из Google, взрослые преподаватели. Я прям ходил за ними и мечтал. Сейчас нет. Деньги для меня не приоритет в жизни. Я чуть-чуть заработал за карьеру, накопил, инвестировал, мне есть на что жить. Мне гораздо интереснее заниматься тем, что мне нравится заниматься, и как-то улучшать мир. Мне нравится писать простой, элегантный язык, на котором потом люди будут писать простые maintainable программы. Это круто. Так, конечно, с моим опытом, 10 плюс лет я мог бы устроиться в Калифорнию. Да, но пока таких мыслей нет. А поступают, может быть, предложения? Должны поступать? Была пара. В одной даже ради чистой... знаете, есть такая тема, что периодически проходить интервьюшки, чтобы там не засыхало лид-коды эти. Да. Так я в пару компаний написал, и там мне один пишет: так ты ж автор Ви, я знаю Ви.
Блин, круто. Слушай, так мы тебя так возьмем, что тебе там эти whiteboarды сортировать, там, деревья. Так что, да. Слушай, ну интересно посмотреть через пару лет, куда это придет. Да, да. Я так понимаю, вы сейчас находитесь на таком этапе, движение было вверх-вверх, и вы выходите на точку версии 1.0, и дальше вы точно не знаете, что будет, да? Ведь явно это будет не горизонтальное развитие, это будет какой-то новый виток. Да, Вот надеемся. Куда вы еще не знаете. Надеемся. Да? Ну, мы знаем, что, как я говорил, язык будет заморожен, никаких там не будет жестких изменений. Мы все продумали в плане того, каким он хочет быть, мы довольны. Каким он должен быть, мы довольны. Поэтому, да, цель зарелизить стабильный, простой, быстрый язык, чтобы вообще не было багов на GitHub. Это кажется невозможным, но это возможно. По-моему, у вас 8 сотен. эликсир. 8 сотен. Да, сейчас 8 сотен, ну там из них где-то 650 это баги, основные это фичи-реквесты, но и 8 тысяч закрыто, да, то есть 10% это очень неплохо. Есть, да, если глянуть там Rust, Google, у них там по 5000 плюс, ну, просто колоссальное количество. Но и кажется, что это невозможно, да, что пользование языком будет расти, и будут расти и баг-репорты. Но вот есть проектик Elixir, язык Elixir, если я не ошибаюсь. По-моему, у него что-то там 5 багов и несколько тысяч закрытых. То есть создатель добился практически полного фикса всех багов. Кажется, вообще невозможно в нашей индустрии, да? Но после этого я вот загорелся этой целью. Сделал то же самое, я думаю, это возможно, особенно если язык маленький, простой. Давай скажем что-нибудь напоследок тем, кто нас слушал. Может быть, какой-то призыв к действию. Может быть, пускай они придут к тебе и напишут какой-то pull request. Что ты хочешь от зрителей? Какую помощь, может быть? Может быть, станут твоими спонсорами? Уважаемые зрители, пожалуйста, пишите простой, быстрый, maintainable код на V. Скачивайте V, пробуйте. Это крутой язык. Возможно, вам понравится, возможно, вы сможете использовать его в своих компаниях. Супер, замечательно. Посмотрим, к чему это приведет. Может быть, действительно придут люди и скажут, что о тебе впервые узнали, и ты получишь новый виток контрибьюшена. Мне было очень интересно услышать. Это так здорово, что вы есть, и ваша команда, и язык. Я буду теперь следить, смотреть, куда вы будете развиваться. Да, спасибо. Приятно было пообщаться. Да, Александр, пока. Пока-пока. До свидания.